Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу вам о том, на реальном жизненном случае, как ДП-документ обманывает украинских мужчин, которые находятся за границей. Итак, друзья, вы все прекрасно знаете, какая ситуация сейчас происходит с заграничными паспортами, которые уже, в принципе, изготовлены, например, консульством и ДП-документом. И эти паспорта украинские мужчины, которые находятся за границей, не могут получить по разным причинам. Кому говорят, что технический сбой, да? Кому говорят, что нет резерва плюс, даже, например, в консульстве на порог не пускают, если у человека резерва плюс нету, и так далее. То есть люди ждут паспорта уже, которые изготовлены, да, и которые были заказаны до принятия этого закона по 9 месяцев. И вот эту ситуацию разрешил наконец-то президент Украины Владимир Зеленский. Порешал этот вопрос. Об этом сообщила не просто какой-то там чиновник, об этом сообщила заместитель руководителя офиса президента Ирина Верещук у себя в телеграм-канале. Вот что она написала. Вчера в Варшаве президент Зеленский встретился с украинским обществом. Среди прочего обсуждали вопросы выдачи паспортов. ДП-документ, потому что, видать, люди там начали жаловаться ему. Только в Польше речь идет о более чем 80 тысячах граждан, давно ждущих свои документы. Президент вопрос решил, она пишет. Паспорта будут выданы и не только в Польше, всюду, где они застряли. Обратите внимание, застряли, она написала. Спасибо МВД и Миннациональности за сотрудничество. И, конечно же, Верещук вам никогда в жизни не расскажет, а по какой причине застряли, как она написала, паспорта, уже изготовленные в ДП-документе, что их мужчины мобилизационного возраста, которые находятся за границей, не могут получить уже изготовленные паспорта, которые были изготовлены до принятия этого закона, до 11 апреля. Люди не могут получить. Она вам не расскажет, а я вам сейчас расскажу и покажу на конкретном деле. Предыстория, чтобы вы в курсе были. 11 апреля Верховная Рада приняла закон, там долгое название, там об изменении в законодательные акты, ну назовем его просто, об усилении мобилизации. Этот закон предусматривает ограничения предоставления консульских услуг мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей. То есть ты установи резерв плюс, и тогда тебе типа будут предоставлены консульские услуги. Но без резерва плюс тебе ничего не будет предоставлено. Ты не сможешь ни паспорт заказать, там, ни доверенность сделать и так далее. То есть полностью все консульские услуги. Этот закон еще не успел вступить в силу, то есть его только принял Верховный Совет, как консульство Украины и зарубежные филии государственного предприятия украинского «Документ», они прекратили выдачу уже готовых паспортов, уже готовых документов гражданам Украины, в том числе и мужчинам мобилизационного возраста. И объяснили они это очень просто. Технический сбой произошел. Вы поняли, да? Ну, так, наверное, всегда происходит в правовых и демократических государствах. То есть какой-то принимается закон, да, который людям не понравится, и технический сбой на следующий день. Ну, понятно. Все мы реально поверили, что реально технический сбой произошел. Я так думаю, мое личное мнение. Просто дали команду не принимать документы от мужчин и не выдавать паспорта, которые уже готовы. Вот и все. Потому что мы прекрасно понимаем, для чего это все делается. Когда процесс принятия паспортов, документов, вернее, на изготовление паспортов и выдачи паспортов возобновили. То есть для того, чтобы воспользоваться услугой этой в консульстве или в ДП-документ, надо было предоставить военно-учетные документы. То есть это установить резерв плюс, там пройти верификацию, подтвердить свои военно-учетные данные. И после подтверждения приходит военно-учетный документ с QR-кодом. Вот надо было это распечатать или там через телефон показать. И тогда это как бы зеленое пропуск в консульство. Потому что без этого резерва плюс, без этого документа вообще даже на порог охранник не пускал консульство. Такая же картина и в ДП-документ. Я согласен с тем, что после того, когда был принят закон и когда он вступил в законную силу, вопросов нет. То есть мужчина приходит после вступления закона в силу, там это требование закона, его надо выполнять.
То есть есть у тебя резерв плюс, нету, все, мы тебе услугу эту не предоставим, потому что это прописано в законе. Как это прописано, там то, что этот закон противоречит Конституции, это другой вопрос. Мы сейчас это не обсуждаем. Вопрос в том, что закон принят и закон надо выполнять. Но после того, когда он вступил в законную силу. Но что касается мужчин, документов, которые были изготовлены до того, как закон вступил в законную силу, на каком основании вы у них требуете резерв плюс и военно-учетный документ? Если человек подал документы до вступления этого закона в силу, и паспорт у него был изготовлен до вступления этого закона в силу. То есть этого закона вообще не было, когда он подал документы и был паспорт изготовлен. Просто вы ему паспорт не выдаете. Он же не может прийти и сказать: дайте мне. Вы там ему сообщения отсылаете, касается ДП документ и так далее. Команду дали, никаких сообщений не высылали, подождали что как, продумали ситуацию и потом прислали сообщение, человек приходит: давай резерв плюс. Подождите, на каком основании? И это не только моя точка зрения. Об этом тоже говорят и юристы, и об этом пишут украинские средства массовой информации. Это незаконное требование. Государственное предприятие «Документ» должно было выдать паспорта всем, кто подавался до 25 апреля, без дополнительных условий, то есть извлечения из резерв плюс этого QR-кода. Государственное предприятие «Документ» даже на своем сайте написало, что выдача тем, кто подавался до 25 апреля, будет производиться без резерва плюс, но все равно нарушают закон. Это пишут украинские средства массовой информации, там правозащитники писали и так далее. Потом они эту информацию, я это лично читал на сайте консульства Украины, на ДП документы я не читал, но на консульстве читал. Потом они лично эту всю информацию удалили. Видать, команда тоже пошла. И все, как бы, и все, никаких проблем нет. То есть разницы нету, когда ты там подавал эти документы до этого закона, после закона, разницы нет. Ты мужик мобилизационного возраста, давай документ, давай, значит, резерв плюс. Нет, до свидания, мы тебе ничего не выдадим, оформлять тебе ничего не будем. Вот такая позиция. Кому объясняют, что произошел технический сбой, кто люди начинают там права качать, рассказывать, что подождите, на каком основании вы мне не выдаете паспорт, если он у меня был изготовлен еще в марте 2024 года. На каком основании? Этим рассказывают, что технический сбой, кто там пришел и, скажем так, не сильно в законодательстве разбираются, рассказывают, что надо резерв плюс, до свидания, мы тебе ничего не выдадим, надо резерв плюс, человек склонил голову и пошел. Понимаете, ну разные люди есть, вот и все. Вот они на этом играют. Теперь история живого человека. Значит, смотрите, 12 февраля 2024 года мужчина мобилизационного возраста, гражданин Украины, который находится за границей, находится в Германии по временной защите. Он в берлинской филии государственного предприятия «Документ», февраль, это только закон, наверное, только думали его принять. Понимаете, еще, наверное, текста даже не было, проекта этого закона. Значит, он заказывает паспорт новый, оплачивает полностью пошлину, то есть он все оформляет, у него все принимает, никаких проблем нет. Потому что, еще раз говорю, до этого закона в помине не было. Это февраль 2024 года. 25 мая 2024 года, в мае уже закон вступил в силу. У него в ДИИ появляется его уже изготовленный новый заграничный паспорт. И в нем написано, что этот паспорт якобы выдан там 25 марта 2024 года. То есть паспорт был изготовлен до того, когда этот закон был принят. 11 апреля Верховная Рада проголосовала, а у него паспорт уже появился 25 марта 2024 года. То есть он, соответственно, едет в этот ДП документ, смс ему никогда не приходит, понятное дело. Он едет в ДП документ уже после того, когда закон этот вступил в силу. Да, и ему объясняют, что мы тебе паспорт не выдадим, технический сбой. Он едет еще раз, потом ему говорят, что его, значит, паспорта вообще нет. Значит, там непонятно, где этот паспорт находится, мы тебе его тоже не выдадим, значит, надо выяснять, где этот паспорт находится. Значит, это все его надоело, человек подкованный. 14 ноября 2024 года он берет своего товарища как свидетеля, и они едут, значит, вместе в ДП документ в Берлин. Значит, и он там пытается получить этот паспорт. То есть у него в ДИИ есть этот паспорт, где же он и так далее. Ну и, короче, ему там тоже заявляют, что вашего паспорта нет, там технический сбой. Ну, в общем, паспорта нет. Мы вам паспорт этот не выдадим, неизвестно, где он находится. Тогда он пишет заявление письменное
на начальника этого государственного предприятия ДП «Документ». Вот вы видите это заявление, я там не буду его сейчас зачитывать, чтобы не тратить ваше время. Смысл такой, что он пишет, что он это все описывает, что он подал документы до того, что он оплатил все это по закону, значит, ну и прикладывает как доказательство, что у него паспорт уже готов, в ДИИ он появился, ну и, значит, ему никто не выдал, и сказали ему там, видать, сотрудники, чтобы он письменно, значит, обратился с заявлением к начальнику, ну и что он и сделал, то есть он пишет на имя Прокопенко. Написал, подал там, ну и ждет. Ну и ему ДП «Документ» отвечает. Тоже официально ему ответили письмом. Значит, что они ему ответили? Я вам вкратце зачитаю. Вот это письмо, ответ. Да? 3 декабря 2024 года они ему отвечают. Запомните эту дату. 3 декабря. Они пишут, что да, ваш паспорт по состоянию на 2 декабря 2024 года, номер паспорта называют, который оформлен на его имя. Значит, он готов, но внимание, значит, в заграничную филию ДП «Документ» этот паспорт из Украины не поступал. То есть якобы в ДП «Документе» в Берлине этого паспорта нет, это официальный ответ. И они связывают эту проблему, почему он не поступил, вы поняли, да? То есть он в марте был изготовлен, прошло 10 месяцев, и они этот документ из Украины в филию не доставили. Там по инструкции они должны в течение, там, по-моему, месяца точно доставлять. Потому что если 3 месяца паспорт полежит в заграничной филии, по инструкции, да, вот внутренний, и человек не пришел, его не забрал, то они этот паспорт отправляют обратно в Украину на уничтожение. Вы поняли? То есть 10 месяцев прошло, и этого паспорта нет, значит, они его не направили. Ссылаются они, понятно на что, на военное положение, проблемы там и так далее. Вы поняли? То есть конкретику не называют, просто ссылаются на военное положение, война в Украине. Поэтому 10 месяцев мы вам паспорт не могли передать. Напомню, что параллельно с этой историей женщины и дети паспорта получают в ДП «Документе». Вы поняли, да? То есть, а это мужчина, паспорт находится в Украине. То есть 10 месяцев они его не могут забрать. Человек, понятное дело, обращается ко мне, это мне все рассказывает. Роман, давайте что-то сделаем. Значит, он не верит, потому что говорит, понятно, что это ложь, он так думает. И ссылается на то, что женщины и дети получают эти паспорта, потому что там его знакомые какие-то получили. Мы это все прекрасно понимаем, да. Значит, и просит, чтобы я подготовил адвокатский запрос. Я готовлю адвокатский запрос и прошу, значит, расскажите, а где паспорт конкретно находится, номер такой-то и выданный на имя такого-то человека, и где он может его получить. Значит, внимание, ответ 14 января 2025 года, то есть, грубо говоря, через месяц. Они мне отвечают, после того, когда они ему ответили, что паспорта нет. Да, паспорт действительно есть, выданный на номер такой-то, все совпадает, на имя такого-то, такого-то, вопросов нет. Значит, и пишут, что данный паспорт направлен государственному предприятию «Документ», значит, в его заграничную филию ФРГ находится в Берлине. И пишут дальше. По состоянию на 14 января 2025 года указанный паспорт находится в указанной заграничной филии ДП «Документ». Выдача паспорта, дальше пишут, будет осуществлена после готовности документа к выдаче. Вы поняли, да? О чем заявителю будет сообщено. После этого, значит, такой-то, такой-то может прийти и получить его в установленном законом порядке. Вы поняли, да? То есть 10 месяцев они не могли паспорт доставить. Вот. Потом я пишу адвокатский запрос, и паспорт находится. И находится он в филии в Берлине ДП «Документ». Но, заметьте, ему смс-ку никто не присылает, что человек приди там и получи паспорт. Понятно. Клиент, не дожидаясь этого приглашения, едет в ДП «Документ» получить паспорт. Как вы думаете, какой ответ? Угадайте, наверное, да? Технический сбой. Мы вам паспорт выдать не можем. Вы поняли? Это живая история. Поэтому Верещук надо было объяснить народу, своим гражданам, что она имела под словом «застряли паспорта к выдаче». Мне интересно, вот когда они вот такие делают заявления, на что они рассчитывают? Они думают, что народ реально им верит?
Ну вот как? Люди же, наверное, между собой общаются. Мама поехала, женщина, жена поехала, получила. Муж поехал, технический сбой. Или люди живут, или у людей языка нет, у людей нету мессенджеров, они не общаются. Или они думают, что такими заявлениями они там реально что-то, ну как, вот как это? Вот мне просто непонятно. Я думаю, что все они прекрасно понимают, просто надо показывать, что какая-то делается работа. Ну вот и все. Ну, другими словами я это все объяснить не могу. Но Верещук заявила, что гарант Конституции Владимир Зеленский этот вопрос решил, что паспорта будут выдаваться, как она написала в Телеграме. Ну, я надеюсь, что тут в этом плане не обманет она. Ну, будем опять же смотреть. То есть надо, чтобы время прошло. Пока она заявила это вчера. По-моему, да, вот сегодня у меня тоже человек был в ДП-документе, там вообще, я не знаю, он там записал на видео, я у него попрошу, чтобы, если он разрешит, чтобы я опубликовал, я опубликую это видео. Вообще просто хамское отношение сотрудника этого документа к человеку, к своему же гражданину, понимаете. Паспорт не выдали человеку, хотя тоже он заказывал до вступления этого закона в силу, то есть паспорт тоже не выдали. Вот и все. Там просто вообще блок стоял у сотрудницы на лице. Я понимаю, что от нее ничего не зависит, ей команду дали, но, наверное, ей уже просто-напросто надоело обманывать людей. Она уже там просто молчала. Он там ей задавал вопрос, она просто молчала. Вот и все. Друзья, что думаете вы по этой теме? Напишите, пожалуйста, свое мнение. Напишите те, у кого похожая ситуация. Кто заказывал ДП-документ, я имею в виду мужчин мобилизационного возраста. Кто заказывал документы в консульстве, в этом государственном предприятии ДП-документ в заграничной филии. Еще до вступления этого закона, у кого паспорт был готов. Напишите, получили ли вы этот паспорт, да? Выдали ли вам его. Как вы его получили, с резервом плюс, без резерва плюс, просто вам его выдали, да, там, или вам сказали, что технический сбой, или вам сказали, что мы вам не выдадим, идите устанавливая резерв плюс. Вот опишите ситуацию, просто интересно будет почитать. В Польше 80 тысяч, в Германии, наверное, в 2 раза, то и в 3 раза больше. Ну, я не знаю, но нам интересно просто будет это все вместе обсудить. Какая реальная ситуация, потому что, верить там статистике украинской я, например, не верю. То есть мне интересно, что люди говорят и пишут. Пожалуйста, не обессудьте. Ну и подписывайтесь на канал, тогда будете знать все новости о беженцах, которые происходят в Германии.